Бонжур, шери, мадам и месье, с вами Дистилеша. Сегодня расскажу о производстве коньяка, а также расскажу о коньячном доме NSC, расскажу о релизах VSOP и XO, а также поразмышляю о том, стоит ли брать XO, если есть VSOP. Как бы мне не хотелось рассказать о коньячном доме Ада Фусиньи или Даниэль Бужу, но я выбрал NSC, потому что, во-первых, информации о нем больше, во-вторых, этот коньяк продается практически в каждом городе у нас в России, есть даже в деревнях наверняка или в больших селах. Остерегайтесь подделок, кстати. Поэтому вы можете налить себе порцию какого-то из этих коньяков, посидеть и послушать меня о производстве, о самом коньяке. Кстати, произношение не Hennessy, как мы обычно произносим, а французы, если вы скажете им Hennessy, они вас не поймут. Правильное произношение NSC. Смена интерьера. То, что из надо будет бумажки доставать. Один из известнейших домов Франции основан в 1765 году французским военным ирландского происхождения Ришаром NSC, который решил создать коньяк, который понравится своим друзьям. До 2010 года производство управлялось его потомками. С 1987 года входит в состав холдинга LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy на 66%, а на остальные 34%, конечно же, принадлежит Diageo. Выпускают 50 миллионов бутылок в год, это 40% мирового производства коньяка. Конечно же, есть очень красивый сайт. Помимо сайта есть отличная команда, каждый человек на своем месте, все профессионалы. Среди прочих стоит отметить такой забавный факт, что на складе есть даже специальный человек, каллиграф, который подписывает бутылки. Его зовут Филипп Прут. Когда вам рассказывают про коньяк, часто рассказывают о неком регионе коньяк. Так вот, нет никакого региона коньяк. Есть апелласьон коньяк и есть город коньяк. Если говорить о регионе, то это Новая Аквитания, а зона коньяка расположена в 4 департаментах. Это Шаранта, Приморская Шаранта и несколько деревень в департаментах Де-Севр и Дордонь. Территория производства делится на 7 апелласьонов или, как их еще называют, крю. Коньяк, Гран-Шампань, Пти-Шампань, Финбуа, Бордери, Бонбуа и Буа-Ардене. Коньяк из апелласьона Буа-Ардене или ассамбляж коньяков из разных апелласьонов бутылки не могут ставить апелласьон на коробки и бутылки, а ставят апелласьон коньяк. Все производство исторически развивалось в долине реки Шаранта. Сердце области, конечно же, это апелласьон Гран-Шампань. Апелласьоны отличаются между собой геологией почв, а также климатом. Иными словами, это еще называют теруар. Почти все из нас знают коньяки из знаменитой четверки. Это NSC, которым владеет LVMH, это Мартель, которым владеет Перно Рикар, это Курвуазье, которым владеет Бим Сантери, и это Реми Мартан, который владеет Реми Пантро. В долине реки Шаранта на сегодняшний день существует около 300 коньячных домов. Жестко контролирует производство коньяка в зоне производства Национальное бюро коньяк. Именно поэтому мы выделяем отдельный класс дистиллятов из винограда, который называется бренди. И бренди не может называться коньяк, потому что Национальное бюро не может контролировать производство этого бренди в других регионах Франции или в других странах. Область производства коньяка уникальна еще тем, что почвы, на которых произрастают виноградники, дают хорошие урожаи высококислотных и малосахаристых сортов винограда, 99% из которых составляет сорт Унни Блан, который и используется в том числе для производства NSC. Что еще интересно, что именно параметры низкой сахаристости и высококислотности никак не смущают дистиллеров, ведь в этом случае получается очень маленький выхлоп. А нет ли в этом какого-то in vino veritas, как вы считаете? Если нашему уху привычнее слышать мастер купажа или мастер блендер, то во Франции для этого есть отдельное понятие, это мастер погреба или maître de champ
В NSC это Рено Фийо. Фийо потомственные мастера погреба аж с 1800 года. Штаб-квартира NSC находится в городе Коньяк. На коробке изображен основатель дома, как я уже сказал, ирландец по происхождению Ришар NSC. Эмблема — это рука, держащая алебарду. Эмблема появилась позже, в 1865 году. У NSC аж 3 винокурни выгоняют спирты. Виноград собирается в 4 апелласьонах. Это Гранд Шампань, Ти Шампань вместе, это Фин Шампань, Бордери и Финбоа. А в 65 погребах хранится 350 тысяч бочек коньяка разных лет выдержки, начиная с момента закладки. Коньяк сравнительно молодой дистиллят и известен нам с 16 века, когда голландцы придумали сгущать вино и перевозить его к себе в бочках на кораблях. Называли они тогда его брандвин. Это название дало потом названию бренди. Брандвин означало с голландского «жженое вино». И именно тогда транспортировочная тара дала коньячную бочку. В СССР коньяком называли любой бренди, произведенный по технологии, близкой к производству коньяка. Сейчас я расскажу вам о производстве коньяка. Узнайте о производстве коньяка в России или в соседних странах и сравните это производство с производством во Франции и ответьте на вопрос, можно ли сравнить коньяк с нашим коньяком хотя бы технологически. Сразу же после сбора винограда урожай идет под пневмопресс, который не сжимает косточки, а в результате получается только сок, который идет далее сразу на ферментацию. Ферментация идет без участия сахара, без участия дрожжей. Вино получается в 8-9% градусности. Дистилляция на производствах NSC не менялась с момента производства. Дистилляция ведется в шаранских аламбиках. Так называемые шаранские аламбики получили название по реке Шаранта, в долине которой идет производство коньяка. О дистилляции на шаранских аламбиках я рассказывал, когда рассказывал о кальвадосе. Шаранский аламбик состоит из 3 частей. Это основная нижняя часть, шлем, лебединая шея. Далее пары поступают в охладитель, довольно широкий, довольно высокий. Медная трубка, которая в нем находится, имеет довольно большой радиус, имеет общую большую длину. Сами шаранские аламбики имеют довольно необычную форму. Дистиллируют полученное вино дважды. После первой перегонки получается спирт-сырец градусностью 30 градусов. Его называют премьер-шафе или бруи. Иногда это вино дистиллируют прямо на осадке, то есть грубая фильтрация, затем дистилляция. Второй перегон называется бруи. Спирт гонится до приблизительно 7 градусов, еще его называют бон-шафе. Остатки после второго перегона могут добавляться в бруи, которая будет перегоняться после этой дистилляции. Из 12 кг винограда получается где-то 9 литров вина, из которых в свою очередь получается где-то 1 литр eau-de-vie. Каждый год происходит некий цикл. Сбор урожая, дистилляция должна закончиться до 30 марта, потому что 1 апреля присваивается нулевое значение по выдержке, начинается отсчет. Выдержка всего того, что было заложено в бочке после 1 апреля, будет уже отсчитываться только на следующий год с 1 апреля. Eau-de-vie истекает, по крайней мере, как утверждают французы, прямо в коньячную бочку, которая делается, конечно же, из дуба. Дуб произрастает и берется из зоны Трансе или Лимузен. Бочки для производства коньяка не обжигаются, а лишь слегка обжариваются, чтобы передать все экстрактивные свойства дуба, который дает ваниль, специи, танины, лигнины. Наиболее частый объем используемых бочек это 350 литров. За 50 лет выдержки коньяка в бочках крепость падает приблизительно с 70 до 46 градусов. 99% коньяков это ассамбляж разных спиртов из разных зон производства. Возраст коньяка, который указывается на упаковке, определяется минимальным возрастом спиртов в ассамбляже. Для регулировки вкуса допускается после производства коньяка добавлять до 2% сахара, довыдерживать на дубовой стружке, а также добавлять сахарный колер. Стоит отметить, что наш коньяк может называться коньяком, потому что название исполнено в кириллическом начертании. Как правило, коньяки не выдерживаются более 70 лет. Считается, что после 70 лет выдержка в бочках не дает коньяку никакого
положительного эффекта. После 70 лет или по решению Мэтр Даше коньяк переливается из бочек в специальные стеклянные бутыли донжоны, которые оплетены и внутрь которых нет доступа света. Эти бутыли хранятся в укромных местах в погребах, которые называются паради, рай. Возможно, кому-то покажется забавные, но довольно строгие моменты в правилах бюро коньяк. Как я уже говорил, запрещено выдавливать ягоды вместе с косточками, то есть использовать так называемый винтовой пресс. Запрещено добавлять в брагу сахар и дрожжи. Бочки не должны содержать, кстати, очень интересный момент, металлических деталей. Дубы для бочек должны быть возрастом не менее 150 лет. Клепка для бочек должна ферментироваться на свежем воздухе не менее 5 лет. Строго определены конкретные сорта винограда. Крепость не должна превышать 40%. Допустима крепость выше, обычно это до 46%, но при строгом согласовании с бюро коньяк. Па-бам! Смена интерьера. Дегустировать мы будем сегодня, конечно же, из коньячного баллона. Нет, не будем. Дело в том, что коньячный баллон уже давно устарел, и площадь декантации его большая, испарения идут очень большие, и высота бокала очень небольшая, поэтому никакой ароматики мы не почувствуем, будет резко бить спирты в нос. Сегодня дегустируют, и мы будем дегустировать из вот таких вот коньячных тюльпанов. Для градуировки рецепторов и сдерживания эффекта завышенных оценок я взял вот такой вот коньяк 45-летний Жан-Люк Паске. Здесь у него оценка от Сержа Валентайна в 91 балл. То есть у нас есть некий образец с заведомо известной оценкой. Но он завышает обычно оценки. Но пусть будет так. Без холодной фильтрации. Не крашеный. Вот, пожалуйста, если видно. Это у нас коробочка. Серия такая Oh So Classic Cocktails. То есть серия посвящена коктейлям. Это первый выпуск, который посвящен коктейлю Сазерак, американскому коктейлю, придуманному в Новом Орлеане. Здесь у нас рецепт сзади. К этому коньяку у нас идет ложечка, стир-спун, так сказать, и бокал для коктейля, который очень сложно вытащить. Ну, вот такой вот красивый, граненый. Здесь рецепт коктейля Сазерак. Добавьте NSC, VSOP Privilege, как раз таки это наша бутылка. Это у нас 2,5 части. Добавьте сахарный сироп, это половина части. Буквально несколько капель биттера, лед. Перемешиваем все это. Помещаем это в рокс, который сполоснули абсентом. Абсента у нас 1/8. И украсить долькой лимона. Видимо, абсент мы потом сливаем. Жалко ведь абсент. То есть сполоснули бокал с абсентом, добавили туда охлажденный коньяк с биттером и с сахарным сиропом. Хотя он там и так есть. Что у нас пишут на бутылке? Дата розлива 25.06.18. NSC VSOP раскрывает все свое великолепие, бла-бла-бла. Пищевой краситель, сахарный колер Е150А. Минимальный возраст коньячных дистиллятов 4 года. Бутылка 0,7. Крепость 40 градусов. Приступаем к XO. Вот такой вот у нас замечательная такая гармошка. Коньяк оттуда не вываливается. За счет того, что здесь есть у нас сверху фиксатор и снизу для пункта такой специальный фиксатор, если видно. Такая вот бутылочка, я уже отпил. Создан в 1870 году XO.
для круга друзей опять-таки. Тонкие перечные тона, раскрываются во вкусе, гармония, тра-ля-ля. В общем, ничего такого. На бутылке у нас написано дата розлива 3 сентября 2019 года, возраст конечных спиртов 7 лет. То же самое краситель, сахарный колер присутствует. Нальем. Если вам видно, сейчас я бумажечкой подфаню. Видно что-нибудь? Давайте попробуем, послушаем, как говорят, эти коньяки. Купил в VSOP вот этот весь подарочный в Перекрестке. 3000 рублей. Неплохая, наверное, цена, если еще бокальчик и ложечка. Виноградная косточка. Кожа. Бараний жир. Свежесрезанный паркет. Легкие ацетоново-лаковые фракции. Менее выраженные какие-то солодовые тона, но они немножко присутствуют. Салат оливье, что ли. Свежая полиграфия. На воздухе раскрывается еще клубничное варенье. Очень, уже даже вот бутылка постояла у меня, но уже чувствуется. Эксо. Аромат более тонкий. Зерново-виноградные тона. Корица, немного ванили. На воздухе становится больше ванили. Вообще аромат сложно отличить от хересного виски. Такого хорошего хересного виски. Жан-Люк Паске. Сухой заизюмленный подплесневый виноград, пыльная полка, древесные лигнины, кожа, курдючный жир, солодка, лаково-ацетоновые тона, как обычно в коньяке, ванилька. Вкус VSOP. Очень древесный, сладковато-горький, с приятной виноградной отдушкой и ванильным фоном. Перец, имбирь. На воздухе сладость начинает раскрываться. Ваниль, инжир. Легкие ностальгичные арманьячные тона овчины. Послевкусие ярко-древесное. Какая-то неподходящая к этому финишу кисловатая горечь. Она немного неприятна. Легкая терпкость виноградного жмыха. XO. Вкус более тонкий, сладковато-фруктовый, округлый, также виноградный, сбалансированный, инжир, финики, шоколад, имбирь, ваниль, лимончик. Жан-Люк Паске. Кисло-сладкий, насыщенный, вяжущий, яркий, фруктовый, тропические фрукты, маракуйя, маракуйя первый номер, папайя. Древесно-терпкий, горьковато-сухой. Послевкусие сухое, древесно-виноградное. Опять же маракуйя. Очень яркое, качественное и продолжительное. По оценкам VSOP я ставлю 84 балла. XO я ставлю 87 баллов. И Жан-Люк Паске я ставлю 92 балла. Люблю тропические фрукты и приятную терпкость. С водой, кстати, с водой. Немножечко воды добавим. Вода улучшает, усиливает аромат VSOP. Раскрывает сладость. Вода очень неплохо подходит. То же самое. Вода раскрывает сладость коньякам. Кстати, крепость. У нас Жан-Люк Паске 44%. Вот то, о чем я говорил. Видимо, пришлось договариваться с Национальным бюро коньяк, чтобы крепость можно было поставить 44%. И то она не бочковая, это явно редуцировано, потому что слишком круглое число. А здесь вода, может быть, и не подходит Жан-Люк Паске, потому что она раскрывает больше древесных нот. Коньяк хорошо выдержан. Может быть, лучше воду и не добавлять. Когда я разлил по дегустационным бокалам дома, если говорить о двух этих версиях и сравнивать VSOP и XO, то, конечно же, на VSOP мне захотелось позалипать, так скажем, подольше, разбирать ароматику. VSOP, конечно, более простой и на вкус, и на аромат, но в целом VSOP замечателен. Я не
вижу смысла переплачивать за XO. Вы можете взять VSOP и очень даже приятно насладиться, удивиться этому коньяку. Лично мне он симпатичен вполне так. Хотя он не замысловатый, довольно прост, но он очень питкий, приятный. Почему бы и нет? Почему бы не посидеть с ним? XO, конечно же, мягче, ярче, разнообразнее. Но если оценивать финансово, опять же, соотношение цена-качество, я бы остановился на VSOP. Не вижу смысла переплачивать за XO. На воздухе разница между этими двумя коньяками выравнивается. И оценка у VSOP начинает подрастать, а у XO немного падать. Ну там на полбалла может быть. Чем-либо миксовать, коктейлировать этот коньяк не захотелось лично мне. По мне это чистый дижестив. Во Франции есть правило 3C, то есть в виде сопровождения предлагается использовать сигары, шоколад и кофе. Вообще со временем дегустирования дистиллятов, их вкуса ароматики, я пришел к выводу, что закуски нужно подбирать по их вкусу ароматики. И в коньяке это как нельзя хорошо прослеживается. Шоколад, лимон, кофейные тона тоже можно отметить, тона табака, все это действительно можно найти в коньяке. В России есть традиция закусывать коньяк лимончиком. И традиция эта исключительно российская. Пошла она с николаевских времен. Дескать, была такая история, когда Николай приехал во Францию, впервые попробовал коньяк. Ему захотелось чем-то его закусить, и под рукой был только лимон. С тех времен эта российская традиция на Западе закусывать лимон называется а-ля Николя. О Хеннесси слагают песни. Стоит отметить релиз, который продается в масс-маркете, самый дорогой релиз, который называется NSC Paradis. Это более 100 коньячных спиртов, минимальный возраст которых составляет 50 лет. Это был любимый коньяк Ким Чен Ира. Дескать, он тратил на него до 700 тысяч долларов в год. Если пересчитать на бутылки, то выпивал он его, получается, по 2 бутылки в день. Может быть, с друзьями. Друзей, наверное, много было. И, конечно же, стоит отметить портфель гиганта LVMH. Помимо NSC в портфеле это винные дома и шампанские дома по всему миру. Это винокурни Ardbeg и Glenmorangie в Шотландии. Винокурня Вулкан Ди Тьерра в Мексике, который производит текилу. Винокурня Woodin Vale в США, которая производит ржаной виски и бурбон. Заглядывайте в мой магазин товаров и аксессуаров любителей крепких алкогольных напитков, дегустаторов, пипетки, кувшинчики, вот эти бокальчики, тюльпанчики вы тоже сможете там найти. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!